Теперь о масштабировании системы на сети водоснабжения и водоотведения. Итак, промышленная площадка, и мы знаем. Данные геодезической съемки площадки. Для муниципалитетов дополнительно подтянем OpenStreetMaps. Климатические районы и его температурный режим для расчета отопления, толщины стен, исполнения наружного оборудования УХЛ-1, глубина промерзания грунта и тому подобное. По условиям техзадания предусматриваем котельную установку и к ней водоподготовку. Регион с имеющимися данными по осадкам – это информация для установок очистки ливневых стоков. Предусматриваем столовую, прачечную, задаем количество обслуживающего персонала на площадке и получаем данные по водопотреблению и для очистки хозбытовых стоков. Получаем необходимый водный баланс, минимальный дебит артезианских скважин или иной источник воды, а анализ этой воды даст нам данные для установки и водоподготовки. На первом этапе мы спроектировали установки очистки воды и стоков с транспортными узлами. Это насосные станции первого и второго подъемов. На этом этапе мы все это объединяем трубами, а водный баланс с отраслевыми требованиями дает нам данные для производительности установок, очистки воды и стоков, транспортные узлы, характеристика насосов, трубные магистрали, их материалы, диаметры, теплоизоляция и метод прокладки, траншейные, бестраншейные или на эстакадах. Прорисовка трасс на площадке дает нам их длины. В результате мы сбрасываем стоки и подводим к потребителю воду в объеме и с параметрами, которые однозначно прописаны в техзадании и в отраслевых требованиях. Автоматически формируемый и корректируемый список работ и рабочее место сотрудника сметного отдела дают вместе с данными оборудования из базы экономику и временные затраты на реализуемый проект. На первом этапе мы заложили базу всей системы. И масштабирование на электроэнергетику, как и на другие отрасли, сводится к корректировке изображения рабочей области специалиста и добавлению соответствующих компонентов в систему. Так, вместо компонент фильтры, насосная группа и тому подобное, теперь выключатели, разъединители, трансформаторы. Все остальное то же самое, точнее такое же. Даже чуть легче, так как в электроэнергетике схемы подстанций просто пронумерованы, и можно схему не составлять, а выбрать из списка. Впрочем, желающие могут и набрать схему. Класс напряжения и мощность в трансформаторах, выключатели и прочее подбирается исходя из техзадания, от вводной группы на высокой стороне до фидера потребителя на низкой стороне. Рассчитываются параметры измерительных трансформаторов тока и напряжения, терминалов защиты, кабельные трассы, их сечения и прочее. Само оборудование выбирается аналогично воде, а рабочее место сметчика определяет недостающую экономику проекта. К примеру, стоимость выемки грунта, заливка фундамента силового оборудования на АРУ. Для фундамента ЗРУ нанесение кабельных трасс дают стоимость работ по их прокладке и многое другое. Видимое сейчас гарантированное масштабирование системы охватывает по всем отраслям развития как на глобальной системе, так и на микроустановке. Для электроэнергетики это от проектирования живых схем перетоков мощностей от генерирующих предприятий, включая проектирование их самих, к подстанциям у потребителей через транзитные, промежуточные и другие подстанции, до проектирования схем автоматизации, проектирования плат, включая электроснабжение предприятий. Для воды это от гидроустановок до городских очистных сооружений, включая городские сети ГВС, ХВС. Для нефтегаза это от месторождений до нефтеперерабатывающих заводов, включая нефть и газопроводы вместе с ГКС, ГНПС и НПС. Да, это в перспективе, и перспектива впечатляющая. В ней задействован очень большой объем данных, в том числе и отраслевые требования. Чтобы даже не пытаться объять необъятное, этот проект должен вырасти. Для этого был выбран раздел «Вода», где объем требований не настолько впечатляющий, как в других областях. Дорогу осилит идущий.